Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Результаты фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде будут считаться предварительными, как и результат российской сборной в командном турнире, в котором участвовала Валиева. Об этом заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета МОК Марк Адамс. В Олимпийском комитете России рассказали о самочувствии Валиевой после короткой программы Олимпиады. Самочувствие фигуристки Камилы Валиевой в полном порядке после исполнения короткой программы на Олимпийских играх в Пекине, заявил глава пресс-службы Олимпийского комитета России Константин Выборнов. Фигуристка из группы Этери Тутберидзе Камила Валиева сегодня провела тренировку на Олимпиаде и чисто исполнила все элементы: четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп плюс тройной тулуп, двойной аксель, четверной тулуп плюс ойлер плюс тройной сальхов, тройной флип плюс тройной тулуп, тройной лупс. Дед российской фигуристки Камилы Валиевой предоставил на слушание дело спортсменки видео, в котором утверждал, что употреблял триметазидин, сообщает газета New York Times. Допинг-проба Валиевой, взятая в конце декабря, дала положительный результат. Спортивный арбитражный суд допустил фигуристку до участия в личном олимпийском турнире в Пекине. Однако церемония награждения, если Валиева попадет в тройку лучших в ходе Олимпиады, проведена не будет, она состоится после окончания расследования дела российской фигуристки. По данным источника, видео, предоставленное дедушкой, было снято в машине. Дед Валиевой показал на камеру упаковку с лекарством и заявил, что периодически принимал триметазидин, когда ему становилось плохо. Также газета сообщает, что мать спортсменки в своих показаниях заявила о том, что дедушка ежедневно сопровождал фигуристку на тренировке и оставался с ней до возвращения матери с работы. Также мама Валиевой сообщила, что ее дочь принимала гипоксен для улучшения работы сердца. Во вторник представитель Международного олимпийского комитета МОК Денис Освальд сообщил журналистам, что вещество, найденное в допинг-пробе Валиевой, попало в организм вместе с продуктом, который употреблял ее дедушка. Как позднее сообщили в пресс-службе МОК, Освальд повторял опубликованную в прессе информацию. Глава антидопингового агентства США Трэвис Тайгард заявил, что в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружено 3 препарата для сердца, которые вместе могут быть направлены на повышение выносливости, его слова приводит газета New York Times. По данным New York Times, помимо триметазидина, в пробе Валиевой также обнаружили гипоксен и L-карнитин, которые не входят в список запрещенных препаратов. Директор по коммуникациям МОК Адамс заявил, что вторая допинг-проба Валиевой еще не вскрыта. Напомню всем, что расследование по Валиевой продолжается, не нужно делать выводы сейчас, СИЕС вынес решение, она выступает. Хотели бы мы избежать подобных ситуаций? Конечно, хотели бы, мы бы предпочли без таких случаев обойтись. Но мы там, где мы есть, нужно следовать правилам, не буду спекулировать по этому делу больше. Я достиг своего предела, больше ничего даже не могу сказать. Нужно следовать закону, нужно дождаться по крайней мере открытия пробы, которая еще не вскрыта, сказал Адамс. Самочувствие российской фигуристки Камилы Валиевой является приоритетом, Международный олимпийский комитет МОК находится в контакте с ее командой по этому вопросу, заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс. Валиева действительно в центре слухов, это сложно для нее. Я уже рассказывал о наших мерах в отношении защиты спортсменов в такой ситуации, групп поддержки спортсменов. Мы в контакте с ее командой, ее самочувствие в приоритете, мы внимательно за этим следим. И мы действительно ответственны за то, как мы обсуждаем это дело, которое, напомню, еще не закончено, заявил Адамс. Российская фигуристка Камила Валиева, скорее всего, не появится на пресс-конференции по итогам соревнований Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании, заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета МОК Марк Адамс. Валиева выиграла во вторник короткую программу на Олимпийских играх в Пекине, после чего отказалась от общения со СМИ. Также фигуристка не пришла на пресс-конференцию по итогам первого дня соревнований.
Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина заявила со ссылкой на главу пресс-службы Олимпийского комитета России Константина Выборного, что спортсменка не пришла на пресс-конференцию из-за плохого самочувствия. Мы постараемся, чтобы она пришла, но мы не можем, и я уверен, в данном случае мы не должны ее заставлять приходить, так что крайне маловероятно, сказал Адамс на брифинге, отвечая на вопрос, придет ли Валиева на пресс-конференцию по итогам произвольной программы личного турнира Олимпиады. Российская фигуристка Камила Валиева примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде в Пекине, если попадет в тройку сильнейших личного турнира среди женщин, сообщили в пресс-службе Международного союза конькобежцев ИСУ. В соответствии с руководством для тим-лидеров на Олимпиаде в Пекине, фигуристы, которые закончат соревнования на первом, втором и третьих местах, будут приглашены для участия в показательных выступлениях, сообщили в пресс-службе ИСУ. Спортивный врач Валентин Беляевский заявил, что использование некой комбинации веществ с триметазидином, в чем обвиняют российскую фигуристку Камилу Валиеву, не имеет смысла в плане достижения результатов. Ранее газета New York Times сообщила, что в допинг-пробе Валиевой, которую она сдала перед Олимпиадой в Пекине, были обнаружены 3 препарата, которые используются для лечения сердца. Из них только один триметазидин является запрещенным, оставшиеся 2 L-карнитин и гипоксен не входят в число запрещенных. Глава американского антидопингового агентства Трэвис Тайгард предположил, что эти вещества могут быть в комбинации. Использование гипоксена и L-карнитина в спортивной медицине довольно часто встречается. Это одни из самых, можно сказать, популярных веществ. Но гипоксен именно сейчас уже не применяется, это старый советский препарат. Могу предположить, если его назначили, то это явно назначил или давал какой-то не очень современный в научном плане специалист, этот препарат бесполезен. L-карнитин – это популярная спортивная добавка, она не влияет на результат. Можно хоть литрами его пить, ничего не произойдет. Спортсменам дают достаточно большие витаминные комплексы для поддержания. Много чего могли найти, но это никак не доказывает, что раз есть это вещество, то триметазидин тоже был употреблен специально, не вижу никакой логики и связи. Гипоксен – это старье, которое использовали в 90-х годах. Если мне какой-то спортсмен говорит, что применяет гипоксен, то это показатель того, что ему посоветовал это какой-нибудь 60-летний тренер. Он вообще не работает. По препарату нет никаких клинических исследований, его можно пачками есть, это бесполезно. Я не слышал, чтобы его с чем-то комбинировали, особенно с триметазидином, сообщил Беляевский. Напомним, Валиева по решению СЕС была допущена до участия в личном турнире Олимпиады и выиграла короткую программу, получив за прокат 82,16 балла.